Я приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. В мире механики любая сложная машина начинается с базы. И сегодня мы поговорим об одном из самых ответственных элементов любого привода – это о вале. Вот такой вал я выполнил в программе FreeCAD. Что касается этого вала, это вал для конического редуктора. Но, в принципе, вал подобной конструкции можно использовать абсолютно в любом редукторе. Единственное, что его размеры должны быть изменены под конкретную задачу. Вал – это вращающаяся деталь машины. Она предназначена для передачи крутящего момента. Любой вал работает на изгиб с кручением, передавая энергию. Валы бывают прямыми, коленчатыми и гибкими. Обычно валы имеют ступенчатую форму. И вот в частности этот вал, который я разработал, он также имеет ступенчатую форму. И здесь это прекрасно видно. Места переходов с одного диаметра на другой. Вот здесь, например. И вот здесь. Они являются концентраторами напряжений. Поэтому в этих местах я выполнил галтели. Побольше сделаю изображение, увеличу. Вот так. Галтель – это плавный переход между поверхностями деталей, имеющими разные размеры. Галтель позволяет снизить концентрацию напряжений. Если в местах перехода с одного диаметра на другой не выполнить галтели, это может привести к тому, что при работе под нагрузкой вал будет срезан, то есть он сломается пополам. Также на этом валу имеются фаски. Вот, например, здесь с торца. Фаска – это скошенная кромка на торце детали. Все фаски на этом валу выполнены под углом в 45 градусов. Фаски притупляют острые углы, то есть позволяют безопасно работать с этой деталью и облегчают соединение деталей. Также этот вал имеет два шпоночных паза. Первый, второй. Шпоночные соединения – это тип соединения вала с надетой на него деталью. Обычно это шкив или звездочка. И эти детали фиксируются на валу при помощи специальной детали шпонки. Шпоночные соединения служат для передачи крутящего момента между валом и деталью и обеспечивают их жесткую фиксацию. Также можно отметить, что шпонка играет предохранительную функцию. Если нагрузка превышает допустимую, шпонка срезается, что позволяет избежать каких-то более серьезных поломок в механизме. Шпонки обычно изготавливают из конструкционной углеродистой калиброванной стали. В большинстве случаев это сталь 45 или сталь 40Х. Если требуется повышенная прочность. В некоторых случаях могут использоваться и другие марки сталей. В этих шпоночных пазах я также предусмотрел фаски. Вот я сейчас увеличу изображение. Вал убежал, бывает. Вот так вот наглядно, я думаю, что будет видно. То есть тоже это позволяет облегчить совмещение шпонки со шпоночным пазом.
Теперь мы перейдем к чертежу на плоскости. Кстати, я забыл упомянуть, что в качестве материала для вала я выбрал легированную сталь 40Х. На чертеже выполнены 3 вида вала. Вид спереди, вид сбоку, вид сверху. Проставлены все размеры, габаритный, также длины всех отрезков и их диаметры. Указаны размеры шпоночных пазов, глубина, ширина. Для посадочных мест под подшипники я выбрал квалитет точности К6. А под шестерни в этом и в этом месте квалитет Н6. И те, и другие квалитеты обеспечивают гарантированный натяг. Также на чертеже проставлены шероховатости. Вот здесь все это видно. Ну и заполнен машиностроительный штамп. Также есть надпись о наличии неуказанных галтелей и фасок с указанием их размеров. Проектирование в программе FreeCAD доказывает: в руках инженера инструмент лишь средство достижения цели. Этот вал — завершенная глава, он проверен, оформлен и готов к жизни в железе. Что интересного рассказать вам в следующий раз? Может быть, сделать что-нибудь посложнее, например, какой-нибудь редуктор, может быть, планетарный редуктор. О, кстати, интересная идея. Планетарный редуктор довольно-таки серьезная вещь. Это будет более длинное видео, и оно будет более содержательным. Много интересного расскажу. Не обещаю, что прям очень быстро сделаю это видео, но обязательно сделаю. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если нет, ставьте дизлайк. Ладно, переживу. Если есть какие-то пожелания или есть какие-то темы, которые вас интересуют в проектировании, можете написать об этом в комментариях. Я их прочту, и при наличии свободного времени, возможностей, вполне возможно, я выполню именно тот проект, который вам интересен. Желаю вам всем удачи. До встречи в следующем видео.